мужиком. Звуку не знаю как. Открываем все лишнее. Вроде бы как эта штуковина, кстати, должна быть небольшая. Что-то полчасика, может, или насколько. DLC? Что есть какие-то DLC? А это что такое? И как это понять? Что? Есть несколько DLC к ней? Я этого не знала. Ого. Поставлю средний, те не всегда грузят. Извиняюсь, камера не слишком интересно высокая. Это как понять? Чего настройка текста? Это что такое? Чего? Не знаю, что это значит, да ладно. Подожди, 23-й год. Или мне кажется, ладно. Сюжет, атмосфера, отлично. Ну, конечно, как сказать... То, что необходимость решения и так далее, но может там сюжет интересный. Поэтому посмотрим. Что эта штуковина заинтересовала. А как, что, нужно жмякать, что ли? Ой. На вашем пути вам встретятся разнообразные интерактивные элементы. Некоторые из них позволяют продолжить путешествие, другие же открывают интересные факты об оригинальном произведении, в историческом контексте, а также самом авторе. Некоторые интересные факты отыскать сложно. Для этого внимательно смотрите окружение поисков символа древних. А это вот как елочка, что ли? Или что? Ой, кстати, эту штуковину можно на геймпаде проходить, я так поняла. Искать сложно. Что? Ой, а что так все сильно резко? Мне кажется, рисковато эта камера. Ой, это что такое? Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Чего? Ты совсем, что ли, дурачок? Дурачок! Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. Морфий? Так это ж вредно. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Ну, ты что-то сдался раньше времени. Ну нафиг таким быть. Чернила? И что ты там написал? Parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Куда? А в смысле, а как же? Вообще отходить нельзя, да?
Не поняла. Я вижу только... Кстати, северное сияние. Нет, мне кажется, северное сияние нет. Я даже камеру не могу повернуть влевее. Ладно. Ой, что происходит? The Great War was then at its very beginning, А, and the понятно. ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. Ясно, в чем проблема. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Ну да, если не учитывать положение, тут достаточно красиво. А, мы, кстати, нашли что-то первое. Ну что? So liberal, indeed, was the discipline of Да, our приятно. captors that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. Кстати, непривычно то, что тут камерой нельзя особо управлять в плане на все 360, скажем так. О, керосиновая лампа, кстати. Слушай, а ты в порядке? У меня такое ощущение, как у него перед глазами все было. Да не, вроде в порядке. А что, если кроме этого ничего нету, да? Ты куда? А, ты из плена сбежала, тогда молодец, красавчик, одобряй. Я думала, в воду прыгнула, в лодку прыгнула. Почему звук был такой, как потом в воду плюхнулся? Что происходит? А, я Наташку разбудила, да? Гвозди там теперь активизировался. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Офигеть, а там что, реально какой-то, блин... Это где ты так, извини меня, плаваешь, что у тебя вот настолько светло? Или это луна просто так светит? Как будто луна так светит, или просто светло? Интересно, а что он будет делать, если у него керосинки закончатся? То из-за чего она горит? Подожди. Чего? Какое солнце и звезды, мужик? Ты издеваешься? У нас ночь, на дворе солнце, говорит, и звезды. Ну звезды ладно, но где ты солнце-то увидел? Он луна только. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Нормально. Что вообще за звуки? Почему я слышу что-то? Может, это какие-нибудь морские котики? Ну, конечно, да, морские котики, естественно. Она, кстати, достаточно такая легкая. Я имею в виду... Вообще, наверное, жутковато вот так вот в таком месте быть, где вот такая вот лодка. Кстати, весла у тебя где? Что это за звуки? Я не понимаю. А нет, слушай, вот весло вроде, да? Или нет? Еще мешок какой-то, слушай, не тяжело, интересно. Где второе весло, я не понимаю. Ну, у тебя в руках, что ли, или куда ты его дел? Слишком светло. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun,
waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. А, классно. То есть ты прыгнул в лодку и такой, ну ладно. Да я вообще не понимаю, куда он делал второй. А, ты уже и второе куда-то весло делал. А нет, подожди, вот одно весло. Где у тебя второе весло? Скажи мне, куда ты его делал? Ой, боже. У него, кстати, в керосинке закончилось горючее, весло куда-то профукало. И говорит, ну я тут дрифтую, куда-нибудь, может, прибьет, а может и не прибьет, буду дрифтовать по жизни тут, да? Прошел я Дарксайд долго, ну... Это хорошо, что прошел. Я особо не тороплюсь, тоже пройдем, надеюсь. Как, пройдем в любом случае? Там у него вода, да, это какая-то фляга с водой, да? Ну, попей, чё. And I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. Так ты вообще, конечно, молодец, блин. Прыгнул в лодку среди ночи, ничего не видно, еще с одним словом говорит, ну, дрифтуем тут. А что ты ожидал? Ну, куда-нибудь, может, нас... Хотя, если он, учитывая, что он был в плену, куда ему было особо деваться, он просто сбежал. My slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Ну, сейчас мы какие-нибудь галюны приснятся. Это вообще чё? Офигеть, у тебя сны, мужик. Для тебя это часов на 50 еще. Да я не особо тороплюсь, но хорошо бы... Это чё вообще такое? Что это за кальмар-осьминог бедолажный? Эх, бедный, как тебе помочь-то? Слушай, здесь много. Кроме этого кальмара, это похоже на кальмара. It was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see. Сны у тебя, конечно, ну такие себе, скажем так. А что, должна вторая часть выйти? Я думаю, мы еще там в первой не все навозились, не все узнали. О чем это? Да это, по идее, она Dagon называется, она, по идее, по Lovecraft'у. Вон лодка. Ну да, это, кстати, та лодка. One might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery. I was in reality more horrified than astonished. Вон какие-то кальмары ему кажутся, или что, я даже не знаю, что это. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. Это у него такие сны, да. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Только оставьте их, бедолаг. Да, кстати, это одна из тех песен, которые мне нравятся, просто обожаю эту песню. Да-да, самого Дагона, сын. То был судьбы недобрый знак. Ну, кстати, мне кажется, что здесь это тоже какая-то, ну, не шиза героя, а что-то с ним не то. Клинит маленько. Просто не словами передать. Ну, извини меня, говорит, это какая-то бяка. Ну, вообще-то это похоже на просто на кальмара. Ну, да, само все это выглядит не самым лучшим образом. Но все, вон какой-то осьминог барахтается, вот какой-то кальмар. Чего ты так испугался? Ни осьминогов никогда с кальмарами не видел. Ну, когда вот это все, ну это же ему снится, но когда все это в общей куче, да, это может и выглядеть не особо таким. А так, ну блин, что ты действительно, офигеть, в море есть осьминог и кальмар, вот это ничего себе. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Болотная топь. Подожди, а ты ходить тут не можешь? Нет, не хочет ходить. Вон точно какой-то осьминог, 100%. Вон какая-то камбала или рыба какая-то. Мне скорее их больше жалко, чем говорить, ой, ничего себе, тут, оказывается, есть какая-то живность. Мне их больше жалко, чем вот пугаться там их или еще что-то такое. Блин, единственное, здесь что, знаете, неудобно, что сделано.
Тут камера такая, вот я, допустим, не могу чисто развернуться на все 360. Я вот сейчас могу видеть только чисто перед... Ого, ничего себе, здесь разделение нет. Ой, просто, это карта дотерская. Ладно. Нет чего-то такого, кроме лодки? Я так полагаю, что нет, да? Ну ладно. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. А это что такое? Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. Да, всяких опытов достаточно много. Блин, тут чаечек заварить, тут сейчас что? Он и не заварит, залить, вернее. Да, вид, конечно. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging. Ну да, я вот тоже слышу волны, я не слышу волн тоже. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Кстати, да, птиц тоже нет. Тут он, пожалуй, прав. Ну чего ты хочешь в рыбе найти там? А это что? Это вообще на какого-то... Блин, забыла, как эти штуки называются. Их люди почему-то до ужаса боятся, хотя они безобидные. Блин, ты, Наташ, не помнишь, как называются эти? Такие темные, черные, такие здоровые. Не щитни, блин, как же эти штуки называются? Забыла, короче, люди их пугаются, хотя они совершенно безобидные. Не щитни, не помню, короче. Нет, не щитень, помнишь, такая что... А? Вот мещехвост, наверное, да. Щитень, он, по-моему, не такой крупный. Щитень, по-моему, маленькие, живут в каких-то вот этих... Да? Ну, я не помню, здоровые такие. Они вот похожи вот на эту штуковину, вон, где она, вот на эту штуку похожа, вот. Не знаю, видно ее, нет, насколько хорошо вообще видимости. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and Вон afforded a какая-то штука slight вообще shade as the с sun раковиной moved нам across the копошится. heavens. Солнце двигалось, ага. Ну, конечно, значит, мы уже просидели тут не 1 час, если солнце двигалось. Это же как минимум там обед или что прошло. Классно. А долго ты тут сидеть собрался? Вот это Наутилус, похоже, да. Наутилус, кальмар. Он говорит, какой-то ужас, действительно. Какой кошмар. Увидел Наутилуса, осьминога, рыбу в море. А еще и вот какого-то рыбу-щитника. Вот он, кстати, сейчас видишь, наш лучше видно. Вот это. Похоже на вот это щитни, не щитни, короче, на какие-то морские там эти. Ужас просто. И как такое вообще может на свете существовать? Кстати, вон керосинка валяется. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. Чего? Куда ты собрался передвигаться? А тут еще в том, что говорит можно. Ну, не знаю, она же в принципе не сделана простой. That night I slept but little. А, ты весь день просидел. О, ну видно. Food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Понятно. Вон луна, кстати, довольно красивая. Так-то. И чего ты собрался искать? Чего мы с тобой должны? Что мне взять-то надо? Мешок с собой? Вьюг. Что вообще за слово такое вьюг? On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. А лодка-то его где? Хорошая, особенно если покупать на торренте качественного, но там есть куча онлайн-контента. Ну да, это хорошо, когда что-то интересное есть. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown Следует неизвестно. Ну, goal. ты молодец, конечно. Пойду спать под стрим. Давай, спокойной ночи. Хороший сон. Сейчас я тут всякую буду, нет. На самом деле тут ничего такого нет. Тут просто море и чё. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Ну,
так уже выглядит как-то не очень, да, действительно, можно сказать, что это странно выглядит. А до этого, ну, рыба и рыба. Так, а есть что-то такое, что можно поизучать? Тут просто какие-то... Я ничего такого не вижу. Провозился. Да, возился по 100%. Это... Нет, горбатый кит бедный. Ну как тут можно что-то бояться? Бедный кит. Блин, еще и пятнистый. That night, I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Чего? Ни на шаг не приблизился к цели. В смысле, ты что, на месте протоптался, что ли? Это как понимать? Ой, нормально. Бег по кругу. Молодец, молодец. Так, ну я не вижу, кстати, никаких. Тут просто написано, что какие-то есть заметки. Их нужно... Ой. Их тяжело найти, написано. Сейчас случайно видела. Что на... Что говоришь? Да, я его сейчас читаю. Что считал, что на дне океана жизни быть не может из-за давления водяной толщи? Но я думаю, что не только он считал, а многие люди считали, но жизнь-то там есть. Просто она там немножко другая. Для опытных организмов. Глубоководная рыба, известных науке. Чего? Марианский морской слизень может жить на глубине около 8000 метров под уровнем моря. Что? Ничего себе рыбка, блин. 8000 метров. Это ж как... Непроницаемая тьма. Ну туда свет даже не попадает, да? Да, давление там тоже жуткое. Удильщик. Ну ладно, удильщик не такой. Ну да, он может просто выглядит, кажется, что ой, жутко выглядит. А на самом-то деле, ну, рыба и рыба просто выглядит иначе. Саблезуб, кстати, не знаю. Хаулиот какой-то тоже. Что это за рыбы? Удильщика знаю, а вот этих рыб не знаю. Так ладно, совершенно случайно что-то нашли. А может я там что-то тоже пропустила? Надеюсь, нет. Ну, гора или что это? Холм какой-то. О, кстати, да, высоко достаточно. Хотя казалось оттуда, что не высоко. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. Ну ладно, I know not why my dreams were so wild that night. А, нормально ли у тебя сны? Нет. But ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Блин, красиво очень, смотришь, что он говорит, о, тут не поймешь, что происходит. А для меня красиво, вот такой луна такая необычная. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by Ладно, тебе day. ничего не случилось, но видишь ты луну, ну и чё? Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Почему он горит и развернулся? Мешок, который он с собой брал. Там все-таки то ли северное сияние, то ли что. Такое чувство, что здесь есть северное сияние. Вон справа прям очень похоже. Либо я что-то не понимаю. Либо это реально северное сияние. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Да пошли. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Ну, сюда прихватив, значит, надо эту штуковину с собой забрать, да? Ну, это я поняла уже. Я тут не вижу ничего. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound
and looked down the other side into an immeasurable pit or Чего? canyon. Чего ты там Whose увидел? black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world. Ну, тут довольно красиво, если так вот. Peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Ну, знаешь, как бы тут что не было, признаю, тут довольно красиво. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Так, ну подожди, туда мы поползем, тут ничего нету? Нет, ну, тут даже камеру нельзя повернуть особо. Значит, тут ничего нету. Ну я не могу никак, вот только она считает в основном только вот здесь, в этой области, в центре. Значит, ничего такого особо здесь нету. Здесь даже особо... Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent. Whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Ты туда полезешь, что ли? Ты серьезно? Ладно. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath. Ну и куда ты сполз, скажи мне, в какой-то котлован? Не иначе. Просто... Ну ты гений, конечно, да. Gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. Ну так какого фига ты полез туда, где даже небольшого лучика света нет? У меня... Где твой мозг? All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. Ага, ну тут я вижу действие, но вроде больше ничего не вижу. Ползли туда. That it was merely a gigantic piece of stone. Ну да, это камень. Серьезно, а ты, то есть на том расстоянии ты не видел, что это камень? Тебе нужно было подойти еще ближе, чтобы понять, что ага, это камень. Нет, ну ты молодец, конечно, да, ничего. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. Непонятно, как свет отражается, если... подожди. Почему вообще луна над нами, а... Окей. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. Разве вообще свет луны должен так падать? Он так падает, как будто луна за нами, а она перед нами. Что это? Вот, отражение, но если я поверну сюда, у нас там нет луны. Вот. Она вон где. Она бы могла светить на вот на верхушку вот этой глыбы, но никак не вот сюда. Как это работает? Я не очень понимаю, как это работает. Так это не должно работать. For despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Подробно, говорит, изучать. А что, ты тут можешь что-нибудь изучать помимо? Или мне нужно туда пройти? Блин, здесь чем-то управление похоже на наверху. Ей-богу, только там же оно тоже не Вода?
Вот именно, что луна в зените. Какого фига она освещает так? Она так не должна светить. Почему свет падает так, как будто за мной? Либо я дурачок, что-то не понимаю. And revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions, and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions. Да, там какие-то надписи есть. Тут ничего нельзя посмотреть? Вроде нет. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books. Угу. Вон там как слева медуза какая-то, какие-то ракушки, вон краб какой-то там. Куча ракушек, короче, разной формы. Морская звезда, две медузы разные. Одна, кстати, похожа на корнероту, другая на лаурелию или что-то такое. Слева вот это вот над крабом не понимаю, что рыба, что ли, какая-то или кто. Внизу на краба видно. Акула-молот, кстати. Акула-молот. Морской конек. Тоже какая-то ракушка. Я вот в ракушке там названиях не разбираюсь. Черепаха. Белая акула. Акула-молот, вернее. Вот это внизу какая, не знаю тоже. И какая-то медузка или что это, я не знаю. Ну, спасибо. Удачи. Спасибо большое. Здравствуй. А посередине кто вообще такой не изображен? Я даже не понимаю. Там пиявка какая-то нарисована. Я тут сижу, гадаю, а мне тут написали, что нарисовано. В основном так, рыбы, угри, осьминоги, ракообразные моллюски, киты. А где тут киты? Подожди. Тут есть кит? Где? Я вижу только акул. Странно. Ну ладно, будем считать, что киты тоже есть. А, там еще ниже есть рисунки, только отсвечивают. О, там рыба-зебра изображена справа внизу, это точно. И осьминог вон слева от нее. А в центре что, я не пойму. Что, тем не менее, некоторые из них не были похожи ни на одно морское существо, нынче известной науке. Это да. Ага. Ну, кстати, да, это красиво сделано. А, это не пиявка, это вообще крокодил, что ли, или что? Нет, я не понимаю. Мне кажется, там лапки нарисованы. Там лапки как будто нарисованы. О, здесь можно что-то изучить.
Спасибо. Plainly visible across the intervening water, on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects... Барельеф, я забыла, что барельеф это как... Что это такое? Не знаю, что такое Дора, ну ладно. Там как будто нарисовано на море или что-то такое. И куча всяких морских. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto. Or paying homage at some monolithic shrine, which appeared to be under the waves as well. Это монолит вот этот. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Что это? They were damnably human in general outline, despite webbed Перепончатые hands and руки. feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as... О, вот киты, горбатый кит. Да, там отричный. Слушай, вот горбатые киты, кстати. А вот справа что, непонятно что. Очень странно что-то. Не похоже ни на рыбу, очень I непонятно. remarked, as I say, their grotesqueness and strange size. But in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Камера сюда повернуть. Значит, Struck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist. I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. там кто-то есть, кстати. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Так а может ты... Вот идем, что ты так и будешь стоять. Fast, polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith. И что это? Ты что-то стоишь-то вкопанный. About which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain... Он сейчас сломает эту штуку или что? Зачем он пришел? Нет. Что с I тобой? think I went mad then. Понятно. Все ясно. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. А чё с тобой? О, что-то тебе совсем плохо, да? I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Чего? Пел? В смысле пел? Точно, что ли, там? Бедный этот. По пути, говорит, я пел. Ну, это точно что-то не в своем уме, да? Уходим нафиг отсюда.
О, дождь идет. Distinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. Ой, так еще и шторм. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. Нормально у тебя такое путешествие было. И When I как... came out of the shadows, I was in a San Francisco О, ты hospital. пришел в себя. Да, жалко их. Вот и все. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. Ой, что-то аж ты бедный излагал. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Ага. То есть тебя не послушали. Все понятно. Цветочек. Смотри, как тут уютненько. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Угу. Все ясно. То есть ты даже не попытался. Ну, молодец, что сказать. Правильно, а зачем? Подожди-ка. Ладно, потом будем разбираться с этими, которые находить нужно, с этим будем потом разбираться. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Ага, про Дагона я поняла. Все понятно. У меня возникла очень хорошая мысль. Ага, тут можно что-то сделать. Там часы, кстати, есть. Угу. Ясненько. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Понятно. Докопаться до правды не получилось. Все понятненько. Говоришь? Да, даже книга. Ой, канделябр. Подсвечник со свечами. Тут так тихо, кстати. Тут ничего такого нету. А что ты сюда пришел тогда? Непонятно. It is at night.
especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Ты еще с ума сошел, что ли? Скажи мне. Любопытно. И чего ты собрался? Это что-то синтетические склянки. Often I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed. Worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. A day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Да что с тобой? Ты что-то себе насочинял уже? Это статуя свободы, что ли? Очень сильно похоже. Возможно, я путаю. Здравствуйте. Как ваши дела? И опять плющит. Это нормально, да? Это... Да, конечно, не плющит. Конечно, выслушать всякую фигню. Ничего не пропускается-то? Ну? Да подожди, тут ничего не осталось. Вроде как нет. Ой, что? Нет! А куда ты предлагаешь деться? А все. Понятно, у тебя вообще какая-то беда с тобой. Да какое окно? Ну беги в окно, ладно, раз ты хочешь в окно. Бежать в окно, понятно, да. Лучшая идея, конечно. Ну блин, у него... Серьезно? Серьезно? В смысле выход? Чё происходит? Какой выход? Да, что, это все, что ли? Не, я как бы знала, что она ненадолго, она там на 30 или сколько минут. Ну это что, вот так оно и заканчивается? Все? Физа? Да. Да, она что-то вообще короткая, на самом деле.
Чё, оно все что ли закончилось? Чего поиграть? А? Да, кальмарчики. Испугался, блин, кальмаров, еще что-то наплющило и все. Чего он натворил? Вот как? Что вот на это сказать? Я не знаю. Конечно, можно его пожалеть, но, блин, это ж... Что-то с ним, короче, не то. Ну, сочинял себе каких-то ужасов. Чего мне достижение? Искать и найти первый интересный факт. Потом одиночество в полной синеве, бежать из плена, потом в горячке, но на свободе, бежать от ужаса. И от безумия к забвению, бежать от безумия. Стоп, но это вроде как не все достижения, подожди-ка. Подожди, неполученное достижение исследователь. Найти половину скрытых фактов и найти все. А, так мы не нашли все, слушайте. Значит, надо найти все, я хочу все найти. Там еще осталось 2 достижения. Подожди, а где я что могла не найти? А ты загрузишься сегодня или как? Ну что он дрыгается вот так и ничего не происходит? Ну что это? Долго ты дрыгаться-то будешь, не? А. And scary stories have been accompanying men for centuries. Что? They have many faces and forms, but what is their purpose? Why do we enjoy being afraid so much? During our therapy, I'll try to... А, это сейчас так громко. Чего мы не нашли-то, я не понимаю. Нормально, правда, интересно выглядит. Подожди. Ничего себе, я не нашла их. Смотри, сколько еще. Офигеть, 3. Гуны, ужасы океана. Методика повествования, Дагон, Lovecraft, подожди. Август, журналист. Это, подожди, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штук. А где мне их искать? Я, кстати, без понятия. Но хочу попробовать. Да, ничего страшного, все равно, я так понимаю, уже. I am writing this under... Подожди-ка, ну... Что? Вы издеваетесь? На правую кнопку мыши можно приближать? Вы что, издеваетесь? Я буду просто бегать, искать эти штуковины. Penniless. Do not think from my... When you have read... Так, я буду их прокликивать, потому что мне нужно найти конкретно то, что я не нашла. Это я, кстати, видела, да? А что, я тут больше ничего не вижу. It was in one of them. Мы половину, кстати, нашли. Я тут больше не вижу ничего.
Great War. Так, я буду проскипывать, потому что мы все это уже видели. Я просто хочу найти... Хочу найти все остальные эти. Но я тут ничего такого не вижу. So liberal, indeed, was the discipline of our captors that 5 days after we were taken, when I finally never a competent man of the longitude Да, если честно, я, конечно, думала, что он будет the weather подлиннее. kept Ой. Так, эти штуки я потом почитаю. but neither ship nor land appeared. The change happened. Its detail for my slumber. When at last I awoke, and in which my though one for there was Так, я буду the проматывать. region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other. Perhaps there was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black. The sun was as I crawled into the strap through some so great, nor were they. Ну, тут я не вижу такой символ. Мне нужно найти эти символы все. Ой. Чего могут дрейфовать, приноситься парочков водорослей? Любопытно. For several hours Так, это мы видели. that night I slept. On the odor of all day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other. Кажется, это тут не так все долго, достаточно быстро все.
Бедный тип. That night, I encamped, and on the following day, still. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting too weary to. I know not why, but ere I was awake in a cold perspiration, determined such vision, and in the without the glare of the Так, это parching мы уже все sun, видели. my journey would have cost me less energy. Indeed, picking up my Ладно. I have said that the but I think whose black I felt myself on the peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night through my and of Satan as the ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy, whilst after a urged on by gazing into the stitch all at once, an object that Да, пытаюсь найти. Но пока не вижу еще каких-то. that it was, but I was a close. Просто про это. Раскипывает диалоги. Это ж мне уже найти эти штуковины. Но я тут ничего не вижу пока. For despite I perceive whose mass dazed and frightened. Ну, тут пока тоже ничего не вижу. В принципе, тут осталось всего пара этих искать. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed a crop on whose writing was consisting for the most part of conventionalized aquatic several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose it was the plainly visible across the intervening water on account of their enormous size. I think that though the creatures were shown disporting like fishes in or paying of their for the meat, grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damp, glassy, curious, for one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented, I remarked, but in a moment. Some tribe.
awestruck at this unexpected glimpse into a past Да, на beyond этом the месте почему-то conception of слегка the оно most как daring подфризивает. anthropologist. I stood mute. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface. Vast, Polyphemus-like and loathsome, it darted like about which Я тебя уплющит. I think I went mad then. Of my frantic Подожди, плющится, я ищу эти. I believe I sang a great deal and laughed oddly. Но я не вижу здесь ничего такого. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, when I came Так, госпиталь. in my delirium, Госпиталь I точно said должна быть одна much, такая but штуковина. found that my words had been given scant of any, nor did Так, ну там это выход, подожди. Тут только одна, да? Все, тут больше нет ничего тоже. А, нет. Но это тоже не все, не хватает чего-то. А, подожди-ка. Так, ну тут сколько? 3 мы тут собрали, да, в госпитале? once I sought out and amused. Вот здесь, может, что-то еще есть. Ну, кроме вот этой. Это мы уже видели, да? А вон там мы так в прошлый раз ничего не нашли. Может, там что-то есть с помощью этого передвижения, может, что-то можно найти. But soon Угу, тут еще что-то есть. Это мы видели, кстати. Вон там что? Мы туда подходили, но мы ничего здесь не нашли. Или как? Я, видимо, что-то тут не смотрела, да. Может, тут еще что-то есть? Ну, типа, как нет. it is at night. I tried, but the drop. So now.
often a mere This I ask myself. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very worship. I dream of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. The end is near. I hear a noise. It shall not find me. God, that hand! The window! Да я не хочу в окно. Не хочу, ничего не буду, да, пускай. Ладно, так придется, увидеть дом. Что с вами поделать? Это, блин, тоже странно, конечно. Подожди, я вот что не понимаю. Мы не все нашли, да? Получается, что да. Да где ж мы ничего не нашли? Найти все. А где мы тогда что не нашли? Мы не нашли какие-то еще. Я не их. Странно, я вроде бы прошла дважды, но не нашла где. Ну и сколько не надо? 4, да? 3, да? Не 4, 3. Ладно. Поехали еще раз.
Ехали. Так, вот это письма, да, или что это? Penniless. Do not think from when you have. It was in one of them. Вот ящик, говорит, я помню, блин. Тут у тебя ничего больше не должно быть. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Флаг, да? so that our Флаг помню. so liberal indeed was the discipline of our captors. Тут вроде не было. When I find never a competent navigator. Тут, по-моему, в лодке был какой-то. Только когда стрелок, по-моему, было, да? Когда стрелок тут где-то было. The change, its detail for my. When at last, and in which my, though one, for there was. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less perhaps there was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black. The sun was blazing down from a. Так, тут вроде бы ничего такого не было, да? А, нет. А я не знала, что... Подожди, а я не знала, что сюда можно камеру ниже опустить. Не знала. As I crawled into the stranded boat through so Norway. Так, это мы тоже помним. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to. That night. Да. Так, ну здесь должны быть щупальца какие-то. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the
Так, в этих штуках-то я не помню. Вроде бы нигде ничего не находили. Да. Что? Что? Ну, я не знаю, может, он поправлял. Еще не знаю. Кто у меня это не перекладывал ничего. All day I forged steadily westward, guided by a faraway. Тут вроде ничего такого не помню. That night, Здесь, по-моему, было. by the fourth evening, I attained the base, an intervening, too weary to ascend. I know not why, but ere I was awake, such vision, and in the glow, without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, Где мешок, по-моему, тоже должно быть одно место picking up такое. my Угу. I have said that the unbroken monotony of the, but I whose black I felt peering over the rim into a fathomless chaos of eternal Тут я не помню. and of Satan as the Тут ничего такого не было, да? ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy foot, whilst after gazing all at an object. Так, тут не до этого всего, до камня, вроде ничего такого нет, да? That it, but I was, for despite it, I whose Так, стопаем туда. the moon across the chasm, the wavelets washed the base of the cyclopean on whose the writing was several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on the it was the plainly visible across the intervening water on account of their enormous size. Не помню, тут есть еще что-то? That the creatures were shown disporting like fish. For them, grotesque beyond the imagination of a Poe or a Тут вроде Bulwer. ничего нету, да? For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as, but in a Минуточку. Больше ничего вроде нет. Слушайте, оно так нарисовано, что это пропустить вообще легко.
struck it. I stood Так, насколько я помню, тут вроде ничего нет. Просто когда приходит, вроде ничего такого мы не находим больше, да? А в госпитале, по-моему, мы нашли 3, да? fast, Polyphemus-like and loathsome. It darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith. Так, глюки. I think I went mad then. Of my friend. Тут не помню, что что-то было. Так, ну сейчас превращаемся в госпитале, да? В госпитале, насколько я помню, 3 таких штуки было, да? Так, в госпитале, помню, таких штуки было 3. Ну, мне приходится разжать, потому что я ищу последний. Вот тут, помню, одна была. Одна была вот в зеркале. Не в зеркале, в картине в этой. И одна была еще вон там, темная. Вроде бы как все, да? Once I saw and amused him. А там что, есть достижение именно... Да. Собрать все эти, да? Да. Вот тут вроде одна, да? Блин, Дагон, не помню, по-моему, если не ошибаюсь, у Дагона, короче, крылья должны быть. А здесь кто-то чем-то похожим, но у Дагона крылья, если не ошибаюсь. По-моему, не знаю, да, наверное? Наверное, одна, да? Так, а у него возник какая-то есть часть? Нет, нет, часть тишина. Часть тишина. Угу. Написано, кстати, представляешь, что вот эти цветочки георгены аж до 10 сантиметров цветочками. Ну, здорово. Угу. But soon так, тут я помню, 2 должно быть, да? Там, насколько помню, на часах должна быть одна, да? Вроде бы как все. it is at night. I tried morphine, but the drug. So now. О. Ну это я помню. Стоп! Тут дали достижения все. Блин, вот эту вот фиг увидишь, конечно, что здесь вот этот, ну не огурец, а как вот этот рисунок называть, короче. Здесь вообще нифига не увидишь. Да вообще, я не знаю. Ой. Often I ask myself if it a mere Ладно, но мы это уже видели. I Это уже cannot просто think of the deep sea without shuddering at the nameless things that Получается, мы все нашли, что ли? worship of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. The end.
find me. God, that hand! The window! Значит, связь плохо. Интересно, что там с другими частями? Блин, ну не знаю, на самом деле. Эта штуковина достаточно короткая. Достаточно быстро реально проходится, потому что где-то за полчаса можно идти это пройти. Ну, если не искать все вот эти вот. Ну, заканчивается она как-то плохо, конечно. Ну, все расползлись, как всегда, тоже. Ну, хотя кто все расползлись? Там был только Валера, и он расползся. Ну, логично. Хорошо спать полз. Да. Ладно. Ну и что, можно тогда, наверное, на этом его завершить? Сейчас еще посмотрю, что с другими частями. Так понимаю, есть DLC всякие. Подожди-ка, а DLC нужно... Угу. Ну да, 3 DLC есть, я так понимаю. Да, тут получается какие-то 3 DLC еще есть. Ну, не знаю. Видно будет. Буду я их проходить, не буду. Ну, да, получается, мы все нашли. Ой. Ну ладно. Получается, с этим мы все. Ну, как сказать, в чем-то, конечно, оно интересно, да, но оно достаточно короткое и мало информации, там мало что почитать можно. В этом плане немного. А что значит продолжить? I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. Если продолжить, это что, опять день сурка? It shall not find me. А, я поняла, это опять день сурка. Ладно. Ладно, на этом, значит, могу остановиться, потому что это мы уже видели. God, that hand! Да, окно, мы уже в курсе. Ладно, на этом, значит,